Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, магистр психологии, кандидат биологических наук. Вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодняшнее видео – это такая своеобразная часть, номер 2 видео о том, почему РПП не уходит. Сегодня буду говорить о очень специфическом, отдельном случаях, когда РПП может быть очень стойким и не уходить, несмотря ни на что, несмотря на то, что человек в терапии, несмотря на то, что он уже там проработал свои травмы, у него уже здесь не болит, там не болит, он уже может спокойно говорить о своих обидчиках, он не плачет, но РПП как будто бы никуда не девается, оно все равно остается. И часто у человека в этот момент возникает такое ощущение полной, тотальной беспомощности, когда я ничего не могу сделать. Но здесь есть трюк, потому что иногда сам человек не отпускает свое РПП, не позволяет ему уйти. У меня есть 2 видео на тему, почему РПП не уходит. Это, во-первых, вот дам ссылку сейчас здесь и в описании видео для YouTube дам ссылку. И есть видео о вторичных выгодах РПП. Тоже дам ссылку и тоже дам ссылку в описании для Рутюба. Когда я рассказываю о вторичных выгодах РПП, это видео с моего открытого вебинара, я там много говорю, почему РПП нужно и какую работу РПП может делать для человека. Кроме того, что РПП как бы маскирует, наверное, травмы, маскирует какие-то переживания, какие-то эмоциональные проблемы. РПП помогает с этим справляться, РПП помогает регулировать эмоции. Я об этом говорю практически в каждом видео. РПП всегда делает какую-то работу для нас. Но еще бывают случаи, когда это вроде бы не назвать вторичной выгодой, но когда человек сам удерживает свое РПП, не позволяя ему уйти, и тогда как бы любая проработка травм оказывается бессильной, потому что что бы мы ни делали, что бы мы ни предпринимали, симптом остается на месте, он не исчезает. Так вот, напомню, что РПП как понять вообще, вот важную еще вещь не сказала, как понять, что это ваш случай, что вы удерживаете свое РПП? Попытайтесь представить жизнь без РПП. Есть 2 типа людей с РПП. Одни, когда представляют жизнь РПП, чувствуют счастье, а другие, когда представляют жизнь без РПП, чувствуют беспокойство, дискомфорт, какой-то им вот как-то им нехорошо там, в этом воображаемом мире, где у них нет РПП. Вот сегодня буду говорить как раз про вторых, которым жизнь без РПП кажется какой-то неуютной, несмотря на то, что РПП во всех случаях. РПП – это то, что мучает человека. И вот оно вас мучает, и мучает вас много лет, но когда вы представляете, что вы живете без него, вы чувствуете, что вам неуютно. И РПП, да, РПП – это что-то, что мы делаем. И иногда, как это ни парадоксально, жизнь без РПП кажется нам менее, не знаю, слово приемлемой, выносимой, вот правильное слово, менее выносимой, чем жизнь без РПП. РПП – это что-то, что человек делает для того, чтобы, как я сказала, справляться с эмоцией, для того, чтобы справляться с травмами. В любом случае РПП – это то, что человек делает для того, чтобы справляться с душевной болью. Это всегда так. РПП – главная работа. РПП – это помогать человеку справляться с душевной болью. И эта душевная боль может быть вызвана страхами или тем, что произошло с вами в прошлом, то есть какими-то вот тяжелыми пережитыми событиями, которые до сих пор болят, и с этой болью надо справляться. Но есть еще третья причина для того, чтобы порождать душевную боль. Это когда боль вызвана тем, что
вы не можете, сейчас поясню, это боль, вызванная тем, что, например, происходит с вами в настоящем. Когда с вами в настоящем происходит что-то плохое. И в связи с этим вам нужно принять какое-то решение, но принять его вы не можете. То есть, например, или эта боль, вызванная тем, что вы что-то сделали, что-то очень плохое, за что вы чувствуете вину. Или это что-то, с чем вам приходится жить и что вы изменить не можете. РПП – это что-то, что вы потенциально можете изменить. И жизнь с РПП, как я сказала, иногда может быть менее болезненна, чем жизнь с тем, что вы изменить не можете. Вот эта боль, которая как бы выглядит совершенно неудаляемой из вашей жизни. Это не как в булимии, да, когда вот вы не можете принять какую-то реальность, какую-то правду, например, правду о себе. Например, что вы совершили ужасный поступок. Это какая-то правда о вас. Или о том, что с вами действительно, объективно что-то не так. Это какая-то правда о вас. Это не как в булимии, когда человек борется, чтобы доказать самому себе, что то, что о нем говорили, то, что ему о нем говорили, то, что о нем думали, то, как его воспринимали, это неправда. Он в глубине души очень надеется, что это неправда, и пытается это изменить. Или в анорексии, когда человек не согласен с тем, какой он, совершенно не хочет быть собой, и он тоже пытается что-то изменить для того, чтобы с этим что-то, ну вот, чтобы он мог быть собой, чтобы он мог быть собой, и чтобы я стал таким, чтобы я мог с этим жить. И не как в компульсивном переедании, когда люди прячутся за этот лишний вес, за РПП от жизни, от того, чтобы взаимодействовать с людьми, чтобы идти к своей мечте. Нет, я говорю конкретно о том, когда есть какая-то реальность, которая не выдуманная, которая не продуцирована вашим опытом, которую не вам кто-то о вас рассказал, там, что вы недостаточно хороши для того, чтобы вас любили, а какая-то прямо объективная, реальная реальность, которую вы никак не можете удалить из своей жизни. И вот здесь РПП выступает как ширма, благодаря которой вы с этой реальностью можете не сталкиваться, вы можете ее не видеть, вы можете ее не чувствовать. И таким образом вы чувствуете как бы другую боль, которая находится под вашим контролем, а не ту боль, которую вы контролировать никак не можете. Потому что если эта боль, вызванная тем, что я недостаточно хороша, мы можем с этим работать, и вы поймете, что вы достаточно для того, достаточно хороши, достаточно умны, достаточно все что угодно для того, чтобы у вас была нормальная жизнь. Но, как я сказала, есть обстоятельства, есть реальность, которую можно только принять, смирившись с ней. Иногда это очень сложно. Например, в группу вот таких людей с РПП попадают люди с разнообразными дополнительными ментальными расстройствами, с коморбидностью, например, с биполярным аффективным расстройством. Есть с депрессиями, есть такие депрессии, они так и называются, депрессии, нечувствительные к антидепрессантам. То есть это депрессия, которая у вас есть, и вы знаете, что это депрессия, но вы ничего не можете с ней сделать. Сюда же попадают нейроотличные люди, например, люди с расстройствами аутистического спектра, люди с СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивности. Вот все эти люди, которые... Социальная тревожность. Вот тоже очень важный такой момент, когда тяжелая социальная тревога у человека, он чувствует себя неловким, он чувствует себя каким-то ущербным, он не знает, как разговаривать с людьми, ему все время плохо. Вот при таких состояниях человеку бывает как бы проще спрятаться за расстройством пищевого поведения и сказать себе: это не я такой, это у меня просто расстройство пищевого поведения. Потому что если у меня не будет расстройства пищевого поведения, мне придется признать, что это я такой,
что это я такой неловкий, что это я не знаю, как поступать, что это меня никто никогда не любил, например, тоже про какую-то правду, которую нужно принять. Меня никто никогда не любил. Я никому не нужен на всем белом свете, например. То есть вот сейчас, в данный момент. Или это я такой, я всегда буду депрессивным, я всегда буду очень плохо себя чувствовать. У меня всегда будут фазы, если у меня бар, у меня всегда будет тяжело. Люди всегда будут с трудом меня выносить, если у меня расстройство личности. Люди всегда будут уходить от меня, оставлять меня. Это, кстати, не так. Есть люди, которые не оставляют тех, у кого расстройство личности. Ну, в любом случае отношения с таким человеком всегда сопряжены с какими-то трудностями. С таким человеком рядом нелегко, там нужна действительно любовь к такому человеку, чтобы быть с ним. Вот. Вот эти люди попадают в группу риска для того, чтобы не отпускать свое РПП. Вторая группа – это люди, у которых, как я сказала, прямо сейчас в жизни происходит что-то очень плохое. Кто-то болеет тяжело, дай бог, неизлечимо. Какие-то ужасные отношения, какие-то тяжелые ситуации там, с детьми, например, или еще с какими-то близкими. Я болею, инвалидность у меня, например, еще какие-то проблемы тяжелые со здоровьем. Вот эти люди тоже для того, чтобы как бы иметь что-то, что да, плохо, да, болит, но находится в зоне моего контроля, склонны удерживать свое РПП. И, как я опять же упомянула, люди, совершившие что-то плохое, чувствующие вину, с которой им приходится жить. И сюда же относятся, вот, кстати, люди, находящиеся в таком тяжелом, сильном, жестоком разочаровании, о том, что что-то потеряно, что-то упущено, и этого уже не исправить, с этим уже ничего не сделать. То есть серьезная вина, не которая токсическая вина, которая была на вас как порча наведена тем, что вас обвиняли, а объективная вина. Вы действительно совершили что-то очень плохое. Вы действительно о чем-то мечтали, и вы понимаете, что это никогда не сбудется, этого никогда не произойдет. Вы никогда не сможете этого, допустим, вы никогда не сможете родить ребенка, у вас его никогда не будет. Или там вы совершили какую-то подлость, и этого никогда не исправить. Вы не попрощались с умирающим, вы никогда этого не исправите, и так далее, и так далее, и так далее. Как это работает? Вот почему при таких нейроотличиях, тяжелых коморбидных заболеваниях, инвалидностях, при ситуации, когда вы чувствуете какую-то вину за что, и вы не можете это никак компенсировать, не можете это никак исправить, или у вас какая-то ситуация, у вас происходит объективно что-то очень плохое, очень тяжелое, очень болезненное, вы ничего не можете с этим сделать, потому что это вне вашей власти по какой-то причине. Почему такие люди удерживают свое РПП? Потому что, как это ни парадоксально, несмотря на то, что РПП само по себе продуцирует очень много боли, жить с РПП бывает проще, чем вот с той болью, с которой вы ничего не можете сделать. Как я сказала, РПП – это что-то, что мы делаем. РПП – это что-то, что так или иначе, там очень мало находится под вашим контролем. Но РПП всегда приходит с идеей, что я могу это контролировать. Я могу есть, могу не есть. Я однажды смогу не очищаться. Я вот найду какой-то волшебный способ питаться, и у меня исчезнут очищения. И я не буду набирать. Или я вот найду какую-то волшебную диету, что-то такое сделаю, как-то соберусь, и я смогу похудеть и избавиться от этого лишнего веса. И так работает психологическая защита, потому что когда нам кажется, что ситуация у нас под контролем, нам безопаснее. Принимать ситуацию, которая ужасная, тяжелая, болезненная, с которой мы ничего не можем сделать, нам намного сложнее психологически. И вот именно такие люди, именно люди, которым приходится жить с тем, что они не могут изменить, склонны удерживать свое РПП, склонны его
не отпускать. И вот это вот то, что они не могут изменить, это какая-то правда, это какая-то реальность и какая-то правда либо о них, либо о том, что происходит, и вообще какая-то правда о том, насколько им больно и страшно на самом деле. Потому что боль, с которой они могут столкнуться, если признают ее существование, признают свою вину, признают свой страшный поступок, признают свое огромное разочарование, признают, что у них всегда будет раз, и они всегда будут неловкими, и они всегда будут странными, и на них всегда будут люди странно реагировать. Или они признают, что у них бар, и им всегда будет тяжело жить, и всегда тяжело справляться, и у них всегда будут смены фаз. Вот это очень важный момент, чтобы попытаться понять, относитесь ли вы к этой группе людей с РПП, у которых вот такая динамика, и РПП не хочет уходить, попробуйте найти у себя в голове эту фразу, в которой будет либо слово «всегда», либо слово «никогда». То есть я буду такой всегда. Меня никогда никто не любил. Я всегда буду странной. Я никогда не смогу это исправить. Я потеряла это навсегда, и я никогда не смогу с этим смириться. Это невозможно принять. Вот такие вот генерализующие фразы про всегда и никогда. Вот часто психологи говорят, если только появляется во фразе всегда или никогда, это генерализация, и поэтому с этим надо работать. Но есть правда ситуации, когда никогда. Я никогда не смогу попрощаться. Если человек умер, а я не попрощалась. Я никогда не смогу исправить какие-то вещи. Это правда так. И если я болею чем-то очень тяжелым, кроме, например, РПП, то бывают ситуации, когда я действительно не могу ничего с этим сделать и никогда не смогу. И иногда это реальность, иногда это генерализация, с которой надо работать в терапии и учиться не генерализовать, не генерализовывать, ну как-то так. А иногда это правда, реальность, с которой приходится жить. Но вот только я никогда не смогу быть счастливой, вот к этой фразе у меня вопросы, потому что люди так часто говорят. Но если у вас, тут есть вопросики, но если у вас, например, социальная тревожность, вы можете сказать, я никогда не буду чувствовать себя хорошо с людьми. Если у вас раса, вы можете сказать, я никогда не буду знать, как себя вести и так далее. Иногда, как я сказала, это наши убеждения, я никогда не буду счастливой, но иногда это горькая реальность. Не про счастье, про что-то другое. Иногда это что-то, что мы никак не можем исправить. И РПП – это такая очень удобная вещь, на которую можно списать всю свою боль. То есть я не помню как будто бы о том, что мне больно, и я не вижу того, что я такая. Я не думаю, что я всегда буду такой, и что мне всегда придется с этим жить, потому что я думаю, что это все из-за РПП. Однажды я исправлю это, и все станет хорошо. И мы как бы сами себя обманываем, обещая себе, что однажды я справлюсь с РПП и стану счастливым. Но при этом мы никогда в такой ситуации не справимся с РПП, потому что в глубине души, в глубине нашего мозга мы знаем, что мы, справившись с РПП, мы станем намного более несчастными, потому что правда встанет перед нами лицом к лицу. Вот эта болезненная, больная реальность встанет прямо перед нами, и нам придется с ней столкнуться, и нам придется с ней что-то делать, и нам придется с ней как-то жить. И строго говоря, когда мы прячемся за РПП от какой-то реальной реальности, от какой-то болезненной реальности, мы находимся в таком своеобразном лимбе, где все повторяется, и все ходит по кругу, и это РПП бесконечно, и это вся жизнь вращается вокруг него, и она проходит в это время. Пока наша жизнь, пока мы находимся в этом лимбе,
Мы не живем. Жизнь утекает, она утекает, как вода от нас. А мы прячемся за РПП от своей боли и от чего-то, что признавать нам невыносимо. И что делать в такой ситуации? Сразу хочу сказать, что я говорю сейчас не об убеждениях, не о каких-то странных продиктованных травмой идеях, не о том, в чем вас убедили, не о том, в чем вы сами себя убедили под воздействием своего опыта и каких-то переживаний. Я говорю о реальности, об объективной ситуации, которая порождает в вашей душе очень-очень много боли. И вы имеете право оставаться в этом лимбе, если боль слишком сильна. Вы имеете право продолжать вставить эту ширму из РПП и лгать себе, да, обманывать себя, из лучших побуждений, чтобы сохранить свою психику и использовать РПП как психологическую защиту. Вы имеете на это право. Даже если вы нашли в себе вот это «я никогда не стану», «я никогда не смогу», «я всегда буду такой», даже если вы нашли это в себе, вы имеете право не выздоравливать от РПП для того, чтобы при помощи меньшей боли справиться с большей болью. Но если вы однажды решитесь выйти из этого лимба, если вы однажды наберетесь смелости, наберетесь такой отчаянной храбрости и сделаете этот шаг, вам придется эту боль признать. И вам придется с ней жить, с этой болью, с этой виной и с этим разочарованием. И это будет тяжело, и это будет очень сложно. Вы будете с этим жить, но уже без РПП. Вот так вот. Это все, что я хотела сказать про то, почему РПП не уходит, что такое внутренняя боль и как мы можем его удерживать сами. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мой телеграм-канал. В телеграм-канале есть чат для людей, которые выздоравливают от РПП. Подписывайтесь на этот канал, на мой канал в Рутюбе. И ищите меня в социальных сетях, если я вам нужна. Пока!